Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне. Сегодня разберем довольно короткий и, казалось бы, простой вопрос, который вызывает много интереса. В каком состоянии брать закваску в замес, в тесто? Можно ли ее брать из холодильника? Нужно ли ее согревать после холодильника? И что вообще с ней нужно делать? И как понять, что ее можно брать в замес? Давайте разберемся. Я очень часто даю один совет, на который многие, кстати, обижаются, а зря. Даю совет, прежде чем что-то делать, думать о смысле своих действий. Вот вы что-то делаете, чтобы что? Какой цели вы хотите добиться? Давайте разбирать. Мы хотим испечь, например, пшеничный хлеб. И чего мы хотим добиться? Мы хотим добиться ароматного, высокого, пышного и не кислого хлеба. У многих пшеничный хлеб на закваске получается кислый. В том числе и потому, что закваску берут в замес не в том состоянии, в котором необходимо. А мы хотим добиться пышного, высокого, ароматного, не кислого хлеба. Поэтому, значит, наша закваска должна быть пышная, ароматная, высокая и не кислая. Вот так вот очень просто. Как это сделать? Достаем закваску из холодильника. Она упала, не пышная, не подходит. Значит, ее надо покормить, чтобы она выросла и стала пышная. Закваску из холодильника снова достаем, нюхаем. Но не снова, а возвращаемся на предыдущий шаг. Достали закваску из холодильника, она низкая, не пышная. Нюхаем, пахнет. Ароматная? Ну, вряд ли. Скорее всего, она будет пахнуть кислой, не очень приятно. Пробуем. Кислая? Скорее всего, кислая. Но вы же не хотите, чтобы ваш хлеб был кислый. Значит, эта закваска не годится для того, чтобы делать на ней хлеб. Если мы ее согреем, что изменится? Она станет теплой. Нам это нужно для высокого, ароматного, пышного, не кислого хлеба? Маловероятно. Если вы попробуете теплую закваску, она останется низкой, кислой, не пышной и не ароматной. Ответ, по-моему, напрашивается сам собой. Закваску обязательно надо покормить. Покормите ее и наблюдайте за ней. Посмотрите, насколько она поднимается. Очень часто бывает, что после довольно долгого хранения в холодильнике, после первого кормления подъем бывает не очень высокий. Критерий качества пшеничной закваски – это рост в 3 и более раз, а лучше 4-5 раз. 4,5-5 раз от изначального объема. Вы положили в баночку свою закваску, покормили, например, у вас 2 сантиметра высоты. Через часов 6-8, а может быть 10, у вас должно быть 8 сантиметров высоты. То есть было 2, стало 8, просто 4 раза. Все очень просто. И на этом моменте, когда она у вас на пике, вы ее пробуете. Вы смотрите, она выросла в 4 раза, она пышная, нюхаете, она ароматная. Пробуйте, она слабо кислая, она как свеженький, такой легенький кефирчик. Вкусная, не кислая. Ну, то есть слабо кислая – это нормальное состояние закваски. Она не должна быть совсем пресной. Совсем пресной может быть хмелевая закваска. А закваска спонтанного брожения имеет молочно-кислые бактерии, поэтому чуть-чуть кисловатый вкус – это норма. Если после первого кормления ваши 2 сантиметра закваски выросли в 4, то это не пышная закваска. Она не годится для замеса теста. Вам нужно покормить ее еще раз и добиться высокого подъема. Тогда вы получите высокий хлеб. Ну и в финале, чтобы ваш хлеб был высоким, с закваской поступаем ровно так же, как с тестом. Не даем ей перебраживать и падать. Закваску нужно брать на пике, то есть на максимальном подъеме. Как определить пик закваски? У меня есть подробнейшее видео по всем стадиям, со всеми признаками. Я оставлю вам ссылку в описании. Посмотрите, это очень интересно. Желаю вам, чтобы ваши закваски были пышными, ароматными, высокими, пористыми. И чтобы ваш домашний хлеб получался таким же. Присоединяйтесь, зовите своих друзей и знакомых. Пускай домашних пекарей становится больше. А мы с вами продолжим печь и испечем еще много всего интересного.